Начало. Странные видео и призывы к написанию заявлений. У нее, Саниоль, видео, где она взвинчена, очень странное было. Ну а сейчас вот с заявлениями своими в МВД явно что-то не так. Вытягивает реальных жертв, которые еще в этом не засветились. Например, меня. Все бы ничего, но слишком уж картинно так на камеру, и эти паузы зависания, которые делала, могла бы обрезать и отредактировать. Вот я, например, когда явно туплю, то потом вырезаю, дабы это все чтобы хорошо смотрелось. А тут как такая специальная игра, дабы другие почувствовали, что с ней что-то не так, особенно те, кто не в теме. Ну я тоже пока предполагаю, но вот ее призыв с заявлениями в Минске подтолкнул к анализу. До этого такую же тему мне пыталась навязать другая девочка красивая. Потом же пыталась вытянуть навстречу Симонова. А Шутов все хотел от меня больше видео в квартире, но в ней жертвам сложнее всего их делать из-за обработки. Они, насколько понимаю, сейчас хотят всех реальных жертв поставить на учет, потому им и нужны эти заявления. Странно также, что Петухова сделала также об этом видео и удалила его. Так что если делать это, подавать заявление, то, как уже говорил, не в нашу доблестную МВД, а составлять афидавит и посылать в Международный суд. Продолжение. Программирование неадекватных действий. Посмотрел новое видео Саниоль. Теперь нет сомнений, что она также не совсем обычная жертва. Ходит сейчас, говорит с плакатом и, наверное, таким образом призывает и остальных. Программирует выглядеть неадекватно. В общем, когда ее начинают обстреливать, она достает табличку, мол, меня обстреливают психотронным оружием. Не вздумайте так делать, дабы не помочь преступникам в дискредитации, не угодить в ПНД. А также говорит, мол, что под выстрелами этими она кричит, как дома, так и на улице. Ну все похоже, с ней ясно. Такого, если честно, понять нельзя. Это попытка явного влияния на остальных жертв. Показать, мол, это все нормально, как плакат, так и ее крики, импульсивное поведение туда же. Нужно понимать, что реакция не должна быть такой. Это все только помогает дискредитации нас и просто заберут в ПНД, если решите повторить ее опыт. Одному человеку нечего делать с таким плакатом. Настоящей жертве это все будет использовано против нее и заберут еще в ПНД. Кроме того, у нас в Минске посчитают это несанкционированной акцией или митингом. Не вижу тут никакого подвига, а только программирование людей на неадекватные действия. Одиночных пикетов от нас нет нигде во всем мире, потому как люди прекрасно все понимают. Не надо только путать глупость со смелостью. Агентуре больше позволено. Их не закроют, а прикроют. Кульминация, когда все не сработало. Началось вот с этого видео. СОС Минчане белорусы целевые лица Елене Саниоль нужна помощь. http://bit.ly/2v3.0. Другой человек, вот здесь меня Шутов назвал трендаболом и говорит о некой психушечке. 2 месяца не спал. Ага. Потом же говорит, что ложится в 12, а просыпается в 8 часов вечера. http://bit.ly/2g2bhqf. Просто они мне подкладывали уже одну девушку-агентуру, которая также выдуманную историю рассказывала о том, что, мол, увезли ее в психушку. Также она говорила, что муж ее туда сдал по пустяковому случаю, что неправдоподобно. Хотели, скорее всего, посеять сомнения к близким людям. Влияние и манипуляция. По поводу Саниоль. Ничего такого не сделает такого один человек с плакатом. Насчет изменения ситуации для таргетов. Скорее похоже на подставу. Например, вот меня. Мне уже другая особа написала, мол, можете собаке помочь. Конечно, я их всех уже буду слать лесом. Теперь у меня нет сомнений, что это все агентурные игры. Меня до этого тоже хотела одна особа вытянуть навстречу, а перед ней я встречался с другой. После чего приходил домой еле живой, на последней же встрече заметил, что она как сталкер повсюду делает трансляцию своим телефоном, камера которого торчала из куртки. Вышел человек с чудным плакатом «Псих, какой-то и все». Надо всем вместе на пикет выходить, а не поодиночке. Вся эта история ее как с плакатом, так и с криками при обстреле и соседями неправдоподобны. А также сейчас без подробностей какая-то ерунда с психушкой. Посмотрите, какая реакция на нее у обычных людей. Ее все только и троллят за эту игру на камеру. Если что, то митинги и пикеты должны быть санкционированы. На Западе собираются все вместе, много людей, только так. Вот, если присмотреться,
что она настоящих жертв в своих видео представляет психами, гиперболизирует всю ситуацию и также на камеру выглядит при этом не совсем адекватной. Даже я, снимая свои видео, понимаю все и пытаюсь быть максимально адекватным, даже когда накачали своими отравляющими вейвами или какими психотропами, после чего трудно говорить. У меня также есть видео на канале, где она явно переигрывает, о чем писали даже посторонние люди. http://bit.ly/3iasarn. Ответ другому человеку на призыв забрать собаку: не могу, я еле хожу по дому. У меня проблемы с ногой, с бедром особенно, с позвоночником, находился, настреляли. Это не снимает с нее моих подозрений. Возможно, так разыгрывается игра от них. Подробностей нет, потому есть только сомнения насчет всего. Интересно, как дальше будет разворачиваться история с Саниоль. Сейчас вообще никаких подробностей, уж сильно смахивает подставой. Из них только что ее увезли в наручниках, на что она, как понимаю, успела сообщить данные своей подруге, которая уже как довольно долго молчит. Еще одна странность в том, что эта подруга, Евгения Адамс, удалила недавно свою страницу ВОК, где было море полезного материала и переводов по нашей теме, где люди общались и можно было почерпнуть личного опыта. Также вот можете ознакомиться. Отличный материал о том, какие они проводят игрища своей агентурой, втесавшись в доверие. От другой жертвы, Александр Культенко, http://bit.ly/2uchkskin. Завершение. Ну вот, видимо, подстава для кого-то в Минске не удалась, или же многие люди об этом поняли и пришлось свернуть операцию «Наручники» и «Психушка». Что самое интересное, был вброс и никаких подробностей. Сейчас же удосужились оставить этот коммент под своим видео в YouTube. Взаимный троллинг. У них, смотрю, упор такой неплохой в религию. Шутов собрал у себя православный дом 3 в закрытом чате. Так думаю, промыв мозги еще и арабской религией, лучше потом влиять на человека. Вот на этом скриншоты призывы похожи на то, что ПНД нужно брать штурмом. Ранее и с другим человеком. Комментарии на это видео автора, у него их целая серия, где хорошо видна актерская игра, даже есть попытка суицида на камеру. Ранее было еще хуже. http://bit.ly/2nigeku. Вот агентура показала свое истинное лицо и раскрыла планы. Им нужно видео со всеми сведениями о нас, где работаем и прочее, возможно, для последующей дискредитации. Так что будьте осторожны, записывая его. Также видно, что она хочет всем внушить, мол, никаких чипов и прочего не нужно, а как это работает хрен знает. Все это пси-операторы и прочая эзотерика. Они навязывают очередную свою игру в сети и вектор развития, однако выиграть можно только отказавшись от нее. Говорит, мол, никаких чипов в зубах и наноситей из чипов не существует. Значит, обратить стоит на это внимание. Множество историй об этом и научно все давно доказано. Анализируйте, в общем, все и не делайте того, что вам советует агентура. Делайте все в точности наоборот. Принцип у них всех схож. Это обычно подстройка под ценности и сообщения для лучшей подстройки твоих прошлых дел и прошлого. В общем, потом же, когда доверие есть, начинается влияние. Моя переписка касательно этого видео и прошлых. http://bit.ly/36337, а также актерской игры. Странно еще, что он писал, мол, ищет таких же людей как мы, но что-то его нигде особо не видно. В общем, актерской игрой несет так нормально, как по мне. Ведет себя специально как псих, дергается. В общем, даже когда на нас давление оказывается, мы все равно можем сохранять спокойствие и хладнокровие, а он как-то неестественно дергается. А чего он сам к нам не попросился? Хотели, наверное, сделать, мол, чтоб случайно попало к нам. Короче, что-то они вообще атакуют своей психологией, сложно поначалу разобрать, что к чему. Ну, вот когда идут явные намеки, они этим палятся. Про дроны говорит гад, у меня тоже такое было. Летали на даче над участком. Я надеюсь, он запишет видео и выложит все, что помнит. Говорит, ну конечно, если я всю свою историю расскажу, это будет выглядеть бредом. И еще говорит, мол, минус не бойтесь, это Витя, не бойся. Старайся скомпоновать видео и присылай. Явное подсознательное внушение. Ну, теперь ясно, что ждут от меня они неадекватных видео, потому нужно быть начеку. К суициду нас, кстати, тоже подталкивал своими видео с таблетками, как он их пьет и плачет.
Ну а потом Витя отрубается видео, не допил видимо, явный маразматический развод. В общем, всем смотреть как пособие того, как не нужно записывать видео и чего они от нас ждут, дабы объявить шизофрениками. А вот этот Витя Фримен, который Анатолий Борисович в профиле ВК, и видно, что это его старый аккаунт с фото, родной город, Борисов, из Беларуси. Как и я, ролик новый с Фрименом он выложил вчера, а я как раз новый влог тогда записывал и не выложил. Все отходил после отравлений, странное совпадение. Те, кто знают, вспомнят из моих друзей, что это Витя Фримен минус говорит. Мне кажется, это послание не только мне, но и их секте спецслужбистской. Дает понять, о какой жертве точно говорит. Фримен, свободный, вольный, я же во всех соцсетях Виктор Вольный.